Всем привет! Сегодня говорим о сериале «Трасса номер один», 2010 год, в главных ролях Со Джи Соп, Ким Хан Иль, Юн Ги Сан. Кстати, Хан Иль в переводе означает «небо». Ну, наверное, все знают об этом. Долго обходил этот сериал, потому что военный, и так поняла, что он не очень популярный. Но смотреть было нечего, да и думаю, начну. Много из корейских сериалов начинаешь смотреть, не можешь продолжать, так как становится ужасно скучно, но не в этом случае. Итак, содержание в 3 словах. Любовный треугольник на фоне Корейской войны. А теперь поподробнее. Если честно, я много раз слышала в американских фильмах про Корейскую войну, но смутно представляла себе, что это такое. То есть я предполагала, что между севером и югом, но каким боком там присутствовали американцы. Когда я посмотрела этот фильм «38-я параллель», заинтересовалась этой войной. Ну, в частности, меня мучил вопрос, кто был инициатором, какие страны в ней были задействованы и на чьей стороне. Частично я касаюсь этой темы в разборе 38-й параллели. В «Трассе» тоже хотелось бы затронуть эту тему, так как в данном сериале 20 серий очень много экранного времени занимают боевые действия. Ну, например, меня удивила реакция южнокорейцев на танки северокорейцев. Я так поняла, что в этой войне впервые на полуострове были задействованы танки. Ну вот еще повод углубиться в историю войны. То есть, конечно же, я догадалась, что это были Т-34, значит, участие СССР в этой войне неоспоримо. Кому скучно, может промотать. Итак, немного истории. По утверждению бывшего начальника оперативного управления Генштаба северокорейской армии Пак Сон Чхоля, подготовка к нападению на республику была начата еще осенью 1948 года, а окончательное решение было принято после встречи Ким Ир Сена и Сталина весной 1950 года. С начала 1949 года Ким Ир Сен начал обращаться к советскому правительству с просьбами о помощи в полномасштабном вторжении в Республику Корея. Он подчеркивал, что правительство Ли Сен Мана не пользуется популярностью и утверждал, что вторжение северокорейских войск приведет к массовому восстанию, в ходе которого жители Южной Кореи, взаимодействуя с северокорейскими частями, сами свергнут сеульский режим. Ли Сен Ман, кстати, в 60-м году, через много лет после войны, все-таки ушел в отставку из-за народного восстания. И интересно, почему народ не стал принимать северян с распростертыми объятиями? Президент их плох, но коммунизм, видимо, еще хуже. Судя по фильму, простых людей мало интересовала политика. Они просто жили, а потом их хватали и отправляли на фронт. Но факты говорят, что восстание все-таки назревало. Этот момент в фильме упущен, может, намеренно. Так же, как северяне показаны извергами. Сталин, ссылаясь на недостаточную степень готовности северокорейской армии и возможность вмешательства в конфликт войск США и развязывания полномасштабной войны с применением ядерного оружия, предпочел не удовлетворять эти просьбы Ким Ир Сена. Вероятнее всего, Сталин считал, что ситуация в Корее может привести к новой мировой войне. Несмотря на это, СССР продолжал оказывать Северной Корее большую военную помощь. И КНДР продолжала наращивать свою военную мощь, организуя армию по советской модели и под руководством советских военных советников. Большую роль также играли этнические корейцы из Китая, ветераны Народно-освободительной армии Китая, которые с согласия Пекина перешли на службу в северокорейские вооруженные силы. Таким образом, к началу 50-го года северокорейские вооруженные силы превосходили южнокорейские по всем ключевым компонентам. Наконец, после немалых колебаний, поддавшись на настойчивое уверение Ким Ир Сена, Сталин дал согласие на проведение военной операции. Детали были согласованы во время визита Ким Ир Сена в Москву в марте-апреле 1950 года. В разработке плана вторжения в Республику Корея принимал участие главный военный советник в КНДР генерал-лейтенант Николай Васильев. 27 мая посол СССР в КНДР Терентий Штыков сообщил в телеграмме Сталину, что общий план нападения готов и одобрен Ким Ир Сеном. В предрассветные часы 25 июня 1950 года войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом. Численность сухопутной группировки, обученной советскими военными советниками, составляла 175 тысяч человек. В ее составе было 150 танков Т-34, в военно-воздушных силах имелось 172 боевых самолета. Со стороны Южной Кореи численность сухопутной группировки, обученной американскими специалистами и вооруженной американским оружием, к началу войны составляла 93 тысячи человек. Южнокорейская армия почти не имела бронетехники и располагала всего дюжиной легких учебно-боевых самолетов. Правительство Северной Кореи заявило своему народу, что изменник Ли Сен Ман, первый президент Южной Кореи, вероломно вторгся на территорию КНДР. Руководство Китая публично заявляло, что Китай вступит в войну, если какие-либо некорейские военные силы пересекут 38-ю параллель. В начале октября соответствующее предупреждение было передано в ООН через посла Индии в Китае. Однако президент Трумэн не верил в возможность широкомасштабного китайского вмешательства, заявляя, что китайские предупреждения являются лишь попытками шантажировать ООН. Уже на следующий день после того, как 8 октября 1950 года американские войска пересекли границу Северной Кореи, председатель Мао приказал китайской армии подойти к реке Ялуцзян и быть готовой форсировать ее. «Если мы позволим США оккупировать весь Корейский полуостров, мы должны быть готовы к тому, что они объявят войну Китаю», — говорил он Сталину.
Американский историк и ветеран Корейской войны Александр Бевин так описывал тактику китайских войск в своей книге «Как выигрывают войны». У китайцев не было авиации, только винтовки, пулеметы, ручные гранаты и минометы. Против гораздо более хорошо укомплектованной американской армии они использовали ту же тактику, которую применяли против националистов во время гражданской войны 1946-49 годов. Китайцы нападали преимущественно ночью, причем выбирали военные формирования поменьше, роту или взвод, после чего атаковали, используя численное превосходство. Обычно нападавшие разделялись на несколько частей численностью 50-200 человек. Пока одна часть нападавших отрезала пути отступления, другие согласованными усилиями атаковали с фронта и флангов. Атаки продолжались до тех пор, пока защищавшиеся не были разбиты или пленены. Затем китайцы перемещались на открытый фланг ближе к следующему взводу и повторяли свою тактику. Как США объясняют свое участие в Корейской войне? Мы сражаемся в Корее для того, чтобы нам не пришлось воевать в Уичите, Чикаго, в Новом Орлеане или в бухте Сан-Франциско. Однако поворотным моментом стала смерть Сталина 5 марта 1953 года, вскоре после которой президиум ЦК КПСС проголосовал за окончание войны. Потеряв поддержку со стороны СССР, Китай согласился на добровольную репатриацию военнопленных. После принятия ООН предложения Индии о прекращении огня договор был заключен 27 июля 1953 года. Примечательно, что представитель Южной Кореи генерал Чве Док Син отказался подписать документ, поскольку правительство Южной Кореи, считавшее свою страну жертвой северокорейской агрессии, ратовало за продолжение войны. От имени сил ООН подпись под договором поставил командир американского контингента генерал Кларк. В январе 1958 года США разместили на территории Южной Кореи ядерное оружие, что теперь противоречило пункту 13-д договора о перемирии, тем самым в одностороннем порядке отменив одну из его важнейших статей. Ядерное оружие было полностью вывезено из страны в 1991 году. Вся эта информация помогла мне понять военные события фильма, потому что мне было непонятно, почему южане бегут и вообще северяне выглядят более подготовленными к войне. И дальнейшие события отступлений и наступлений, а итог войны, с чего начали, к тому же и пришли. Каждый остался в границах 38-й параллели. В этой войне обе стороны понесли огромные людские потери. Среди воевавших на стороне Северной Кореи было убито и ранено более 1,5 миллиона человек. Среди них около 900 тысяч китайцев. Потери южан достигли почти 1 миллиона человек, более 150 тысяч из которых были американцами. Потери среди мирного населения Корейского полуострова достигли порядка 3 миллионов человек. Кроме человеческих жертв также пострадала корейская промышленность, 80% которой было уничтожено. В результате весь полуостров оказался на грани гуманитарной катастрофы. Для чего я решила использовать исторические подробности? Чтобы понять, что судьбы героев не были бы так трагичны, если бы не война и не благая в кавычках идея объединения страны. На меня сильное впечатление произвели кадры с участием китайского паренька-гарниста, который и своих не хотел предавать, и корейцев не обидеть, потому что они отнеслись к нему по-человечески. Война не для взрослых, а тем более не для детей. На меня все произвело впечатление. Сначала подумал, не хуже 38-й параллели, но где-то после половины стало ясно, что даже лучше. Может, потому что 38-ю я смотрел 100 лет назад. Может, потому что советские фильмы о войне я смотрел еще раньше. Как-то трасса очень прям сильно впечатлила. Боевые сцены хорошие, трагизма море. Вот эти эмоциональные моменты, связанные со смертью, с ранениями, с инвалидностью, с долгом, с любовью, все очень тонко передано. Сериал в целом, наверное, неприятный осадок оставляет, как и многие фильмы о войне, но смотреть очень интересно. И сейчас даже жаль, что все посмотрел, хотелось бы еще. Всем рекомендую к просмотру. Корейцы удивили. Осмелюсь сравнить с советским фильмом «Освобождение» по масштабу. Трагичный финал вызывает бурю негодования по отношению к войне. Ведь жизнь каждого человека ценна и уникальна. С его планами на жизнь и бессмысленная смерть в молодые годы, непонятно за какую цель, никак не вписывается в этот план. А еще фильм о мужской дружбе и, как всегда, о любви. Кстати, о любви. Меня поразило, что главная героиня так быстро смирилась со смертью жениха и решила выйти за другого. Вспомнился Пёрл-Харбор. Такое ощущение, что женщины спешат устроить свою жизнь, неважно с кем. Вроде чувства, все дела. Сказали, что умер, а все, умер и умер. А я-то живу и жить тороплюсь. Про концовку вот хотелось бы подробнее сказать. Непонятно, почему спасать раненого отправили одного солдата и женщину-врача беременную уже с большим животом. Ясно, что потом этого раненого придется тащить. Местность холмистая. Этот же самый один солдат не смог сразу притащить раненого и прибежал за помощью. А в итоге он же туда вернулся и он же тащил раненого на себе. Лучше с носилками отправить как минимум 2, еще одного в помощь беременной, на всякий случай. И вообще, почему пока бегали за врачом, в это же время не отправили людей, чтобы притащить раненого? Хоть где-то на полпути, но все-таки ближе к своим бы были. Я понимаю, что конец должен быть плохим по сценарию, но автор мог и в таком случае хоть всех их поубивать. Зато все логичнее бы выглядело.
Это абсурдное поведение всех, буквально всех, меня под конец разочаровало. Изящнее концовку надо было сделать. И еще часто в фильме возникали моменты, когда командиры отдавали абсурдные приказы, и подчиненные вынуждены были выполнять, потому что в противном случае попали бы под трибунал. А умирать-то никому не хотелось. Вот такая она, корейская гражданская война. Нет победителей, есть только проигравшие. Миллионы смертей, миллионы исковерканных судеб, матери, не дождавшиеся своих сыновей, жены и дети, не дождавшиеся своих мужей и отцов. А все потому, что лидер КНДР захотел объединить две Кореи. Рано или поздно, наверное, они объединятся. Но эта война еще больше расколола полуостров. Ну, на сегодня все. Всем пока. Пока.